Че, друзья, стою я на остановке в городе Слуцке. У нас четверг, 24 октября. А как вы думаете, что я здесь стою? Стою я здесь, жду маршрутку. Со Слуцка я поеду в сторону Минска. Там поезд до Калининграда. Завтра, 25 октября, буду я уже в Калининграде. И сяду на автобус и перееду, собственно, в Гданьск. Ну, посмотрим, как это все выйдет по скорости. И точно так же этот выйдет маршрут, как и был у меня из рейса. Всем привет, народ! Кто меня не знает, Тракер ин Скандинавия. Меня зовут Федор. Значит, еду я в рейс в Польшу, из Польши в Скандинавию. Ну, а пока обзор, как я добираюсь до работы. И я сейчас в данный момент в Минске. Поезд у меня через 1,5 часа из Минска на Калининград. Вашему вниманию наши знаменитые Минские ворота. Кто не в курсе, кто никогда не был в Белоруссии, в частности в Минске, собственно, вот они вашему вниманию. Я специально сюда не поленился и с сумкой вышел, так как маршрутка приходит у меня на другую сторону вокзала. Что ж, вот и прибывает мой поезд. Сейчас нужно найти свой вагон и заселиться в него. Это, по-моему, тот же самый состав, на котором я и приехал в Беларусь с рейса. Вот 6-й вагон мой уехал, пойду догонять. В 7 часов вечера прибыл я в Гданьск. Жду шефа, чтобы забрал меня. Что, ребят, утро у нас. Утро 26 октября. Мой транспорт на сегодня вашему обзору. Peugeot 206 вроде. Так, вроде бы обычный. Ключ. Что не так? О, все завелась, отлично. Значит, план сейчас вам расскажу. Мне как-то распотеть надо. Оба. Дворники, где тут у нас в этом Peugeot? Опа, есть контакт, хорошо. Стекла сейчас тоже попробуем опустить. Значит, кто не понял, я, естественно, нахожусь у шефа дома. Наша база. Кто хотел базу. Вот вам база наша, единственная, других у нас баз никаких нету. Вот, еду я в магазин делать закупки. Значит, ё-моё, сейчас я пристегнусь. Едем за закупками. Вкратце вам расскажу, значит, как там, что вчера происходило, граница. Прохождение границ было на дизеле шикарно, как и положено. Лежа я показал паспорт и поехал дальше. По расписанию дизель прибыл в Калининград. Это было по местному 11 часов, там с чем-то, по-моему. И получается, в запасе 3 часа было до автобуса. Автобус я брал самый ближний, который был. Он был на 2 часа. То есть автобус с Калининграда на Гданьск. Цена за поезд я отдал за купейный вагон 180 белорусских рублей. В прошлый раз, когда я ехал из Калининграда в Минск, я дал 170 рублей за плацкарт.
Вот. Но цены на купе могут быть и другими. Мне просто там с ценой, наверное, повезло. Я не знаю, как это там работает, в общем, ну, потому что цены такие мелькают и 260, и 250, 240, короче, по-разному. Ну вот мне попало за 180. В купе было 4 человека. Мужчина с женщиной на нижнем, так сказать, ярусе. Ну, супружеская пара, ехали отдыхать куда-то. И мы с каким-то челом на верхних полках. Все, ночной полностью был дизель, то есть расстелился, лег спать. Балдеешь, и отлично. Здесь у нас такая дорожка, наполовину бетонные плиты, на второй половине ничего нет. Прибыл в Калининград, пошли мы с этим, он тоже из Беларуси, он также ехал в Гданьск, у него был такой же автобус, мы пошли с ним пообедали. Прошли, получается, почти до центра Калининграда, пообедали, очень даже неплохо. Заплатил я, чтобы вам не соврать, да, я дал 13 евро. Вот за порции, которые у меня были, был борщец, очень вкусный, и порция была огромная. На самом деле, если бы я знал, что такая порция борща будет, то я, может быть, даже и не брал бы и второе. Ну, второе было маленькое, конечно, но зарешало, конечно же, первое. В целом, по цене и по качеству очень вкусно, все хорошо. Значит, автобус дождались 2 часа, приехали на границу, очень долго мы стояли перед границей, просто перед шлагбаумом. Мы простояли около часа, наверное. Ну, затем въехали. Российская сторона проверила через рентген, сумки достали. Когда въехали на Польшу, Польша не проверяла вообще ничего. Никто ничего вообще не спрашивал, то есть абсолютно. Ну и все, значит, автобус пришел с опозданием по плану. Он в 17:50, по-моему, или 17:30 должен был прибывать по расписанию на автовокзал в Гданьске, но вот прибыл я в 19:00. И сегодня уже, значит, план такой у меня. Я еду сейчас закупаться, то есть куплю все продукты, там все дела. Затем мы поедем в сервис, где будет стоять машина. Машина будет у меня Scania Super. Вот, ну еще до конца непонятно, просто сегодня приедет и V8. Та, на которой я и был, которую я издавал. Вот. Мне чисто было бы интересно, даже если не взять ее работать, а снять видео, насколько ее за 2 месяца засрали. Или все-таки она осталась такая же чистая, как я ее сдал. Ну, это маловероятно, конечно, поэтому мне просто будет интересно. Я уже вопрос сразу понял. Я говорю, а что по чистоте в машинах? Никто ничего не знает. Поэтому мы с этим совсем сегодня разберемся. Вот. И выскажем также шефу, если что, недовольство свои. Ну, посмотрим, насколько там все будет. Если что, я буду настаивать на том, чтобы поехали в химчистку. Потому что убирать за поляками машины нам просто уже поперек горла стоит. То есть нам, я говорю, кому? Это мне, Дмитрию и у нас Александр есть. Я знаю, что это все 2 водителя чистоплотные, которые за собой оставляют порядок. Вот, за остальными этого не было замечено. Далее вечером паром. И завтра, в день автомобилиста, праздник, последнее воскресенье октября, я еду за прицепом. Так что у меня будет полноценный рабочий день. Так, первая партия закупок. Понабирал всякой всячины. Понабирал таких коробок вот. Тут и рисы, и пляцики. Всякое такое, да. И пироги с мясом, короче. Сейчас пойду еще консерв наберу. Лоханулся, и не взял я с собой, чтобы тележку взять, эту копейку. Вообще ни одной копейки в кармане не было. Короче, значит, вот вам Peugeot. 208, кстати. 208 Peugeot. Довольно-таки прикольная. Да? Видок такой ее сделан типа под спорт. Под Peugeot выступает с давних времен в ралли. Это что-то где-то из этой серии. Капот, как видите, с такими выемками. Ну и, конечно, мотора здесь толком никакого нету, но салон именно тоже сделан как под спорт. Кнопки такие навесные. Прикольно очень выглядит. Ну и руль, конечно же, спортивный. Со скосами, с лепестками. Гоночный болид прям. Здесь тоже торпеда такая с вмятиной, очень красиво сделана. Ну, вообще, французы как бы в последнее время исполняют такие дизайны очень нестандартные, так сказать, и интересные, ни на кого не похожие. Что ж, после второго похода вот вышел у меня целый багажник Peugeot
208, да? Значит, по цене вышло, я вам даже с точностью скажу, вышло ровно у меня 100 евро, да? Это если переводить со злотых. Что мы имеем? 2 пакета всякой жрачки, мяса, рыбы, вот эти, говорю, в пачках, это все тоже нормальная еда в Польше, по крайней мере, в других странах не знаю. Сроки короткие, поэтому как бы это вот у меня все. 2 пакета, грубо говоря, это у меня на 2 недели. Там колбаски чуть побольше они лежат. Здесь пакет супов еще 3-я неделя. Ну, я так чисто вам говорю, что вот на 3 недели в целом у меня здесь еды, да. Здесь 2 пачки пива, 3-литровый сок. Ну, воду в Швеции, в Норвегии просто набираешь баклажку и пьешь ее с любого крана. Вот. Поэтому немножко сладостей даже взял. Батона, там масло, все у меня это есть. Помазуха на батон есть, короче. Вот как-то так. В Польше, конечно же, все-таки закупаться. Еще, если бы у меня была карта бедренки, я в бедренке закупался, то мне вышло бы еще даже меньше, чем 100 евро. Так как у меня есть карта по быту, часового, то я могу, наверное, себе попробовать сделать карту бедренки. Вот, или на приложение. Короче, сейчас надо спросить, как это все делается. И я себе такое сделаю, значит. В общем, еду. Думаю, дай поклацаю кнопки, я же люблю все понажимать. И здесь есть драйв мод. И что вы думаете? Соответственно, в ней есть спорт режим. И довольно-таки я уже его затестил. Накидывается звук, но я не знаю, это звук из динамиков, наверное, сделан или как, потому что, ну, она становится очень интересной. Попробуем послушать. Просто как будто гоночный болид. Ну, не знаю, это выхлоп сделан или это все-таки из динамиков. Сейчас современные технологии у нас могут всякое. Но круто, круто, могу сказать. Вот вам еще раз подъезд к базе. Значит, вот машины стоят наших водителей, кто сейчас в рейсе. Значит, конкретно первая это наша нового водителя. Он из Белоруссии. Вторая Александра. Александр у нас живет в Польше давно, но он из Украины. И Арсений. Арсений зовут нового водителя. Познакомимся с ним, возможно. Я думаю, он нам сможет что-нибудь рассказать, как он вообще докатился до такой жизни. Ну и у Арсения очень интересная история, как он начал. Он начал с трэша, с севера, с рыбы, с очень интересной работы. Вот. Но там мало платили, поэтому он пришел к нам. Так, ну что, теперь задача, съест ли меня Дакота или нет. Любят они, когда... Так, как ее заглушить-то? О, так, есть... Знаете, когда первый раз все так с осторожкой делаешь, что, куда, зачем, чтобы лишнего не наделать. И значит, потом следующая будет еще задача. Сейчас у меня целый багажник Peugeot продуктов, а туда еще нужно будет засунуть, что я далеко как-то стал, да? Надо ближе стать к забору. Задача будет загрузить все вещи. Мне кажется, Peugeot лопнет. Тоже будет, кстати, интересный этот самый контент. Загрузи по уши Peugeot. В салон по-любому все будет ставиться, потому что, ну... Так. Паркинг. Все в салон, все багажник, все, что куда только возможно. Возможно, сиденье даже придется слаживать. Посмотрим, как оно все будет выглядеть. Ну, сумок у меня до хера в итоге. Ну что, собаки? Привет. Нельзя. Иди сейчас, еще что ты сбежала. Нельзя. Дакота. Ну, понимают вроде по-русски даже. Может, уже научились. Ну, гуляться они хотят, поэтому иногда могут и зубами клацнуть за... Иди, ой. Друзья, карточку я получил для тахографа. Польскую. Получал я через, получается, нашу фирму. Жена шефа подавала документы. С первого раза подали документы и пришел отказ из-за того, что у меня не соответствовало номер водительского удостоверения
или дата получения, короче, 95-го кода водительского удостоверения, что-то в этом роде. И я узнал, что нужно сделать. Нужно было сделать мне просто справку дома в ГАИ и нотариально ее заверить с переводом на польский о подлинности моих прав. Не нужно было мне переделать никакой 95-й код, ничего. Просто я сделал эту справку. То есть, смотрите, какая ситуация вышла. Я поменял права. Я получил 95-й код в Эстонии в 22-м году. И потом я поменял права в 23-м. По-моему, в 23-м. Точно не помню. И все. Поэтому с первого раза карточку не дали. Пришлось просто заверить мои права. И все, я получил карточку. Заплатили 170 злотых. Всего лишь за карточку, если подаваться чисто вот в Польше через ваших шефов, боссов. Поэтому не нужно через всякие там агентства, всякой херней заниматься. Просите своих шефов, чтобы вам делали карточки. Это выходит в 3 раза дешевле. Вот и все. Срок изготовления был 2 недели. Как подали документы, через 2 недели карточка пришла по почте на адрес шефа домой. Ну что, Малда удал. Собственно, я сложил сиденье. И вот так выглядит с одной стороны, так солнце здесь. Ну, конечно же, собаки провожают, помогают слаживать сумки. 2 сразу. Здесь вот так вот у нас, да. Все, вышли. Дакота. И отправляемся мы в сервис. Там уже сейчас 2 тягача на данный момент. И черная, ту, которую я сдавал, и супер. Да, мой припаркован ровер. Колеса наши старые стоят, еще те, которые поедут. Это шефов велики. Ну и вот шефа главный монстр Харли Дэвидсон. Я не помню, вообще показывал я его или нет. Наверное, нет. Первый раз его показываю. А, как вам аппарат? Козырный. Вот, друзья, и прибыл я к Скании. Выложили мы вещи, были все здесь. И босс, и жена босса. То есть он поехал сейчас домой машину легковую загонять. Скания другая, черная, на которой я в прошлый раз ездил, она стоит там. Ну, я вам показывать не буду, все помнят ее, V8. Но я буду на супере. Спросил я, почему я на супере, а не на той. Давайте, мол, поменяемся. Он говорит, она потом поедет на Польшу. Тебя, чтобы не дергать, поедешь на этой уже как бы на весь срок рейса. Заехал я на 2 месяца. Ну и, собственно, пока залаживаюсь, я вам покажу. С машиной, ну, как видите, да, грязная, то есть никто ее не мыл никогда. Вот. То же самое, то есть с момента, как я уехал, ее никто не мыл 2 месяца. Ну, сейчас и погода как бы такая, я уже на это не буду ничего говорить, но все-таки у меня почему-то раз в месяц удавалось машину помыть на мойке. Но здесь видно, что машина не мылась очень долго. Ну что, погнали. Покажу вам, как у нас сдают машины. Ездили на ней поляки. 2 поляка. 2 урода, сразу вам четко скажу, открытым текстом. Ни одного, ни второго я больше не встречу. Они уволились. Или уволены, или уволились, короче. Один зимы боится, второй машину тоже разбил. Нету, а нашу старую, там, кабриолет из нее сделал. Ну, его сделали уже. Ну, и вот, собственно, как, да, видите, работают круто. Ну, это, знаете, я понимаю, что сейчас многие скажут, да не, ты что, еще нормально, там, то, что в интернете гуляет, это да. Но, ребята, слушайте, 4 машины в компании, да. Всех всегда вот о чем-то говорят. Зато парашу вот такую повесить, это вот мозгов много не надо, да. Типа повесил, все, типа убрался, или что он считает, столик грязный. Я вообще в целом не пользуюсь, но я все равно пыль с него протираю хотя бы. Здесь, естественно, вот так вот. Это я только что, блядь, жалко, шефы уехали. Я им это не показал. Ковер, да, я его поднял и отдал им, сказал, едьте стирать. Они поехали домой стирать его. Потом привезут мне каким-то образом, придется мне его высушить в машине. Ну, потому что вариантов других у меня не будет, да. По поводу, вот, я думаю, вам четко видно, да, на камере, какое все черное. Как до такого можно доводить машину? Сколько нужно курить, что в ней можно делать, вообще я не понимаю. Стены, спальник, потолок, все черное. Я напомню, это самая новая наша машина. Мы сейчас перейдем к водительскому месту, и я вам покажу... Ну, я в шоке, честно. Сейчас жена шефа все сфоткала, сняла тоже видео, чтобы, не знаю, получится у нее что-то там предъявить водителю, не получится. Дверки тоже, то есть они, видите, они все
разводы, видите, да? То есть все это течет, это ничего вытирать не надо. Всем все нравится. Табак. Руль уже замасленный, я вижу, насколько здесь слой грязи, даже вот здесь вот это просто грязище с этих корявых пальцев, которое разъедает потом и руль, и пластик, и кожу, все подряд. 206 тысяч, да, я ее брал новую в том году, в начале июня. Кстати, да, я еще в большем шоке. Последний раз я на ней ездил весной, кто помнит. Недолго на ней поездил, но она была чистая, то есть я что-то плюс-минус прибрался, она более-менее была после нормального человека, после Александра. Вот, поэтому она была более-менее. Все как бы было в порядке. Вот, затем я там под ковром подмел, ковер помыл. И вот сейчас это, считайте, с мая месяца ее угандошили. Просто угандошили. Ну, холодильник, как бы... Ну, для меня, конечно, и холодильник тоже грязный, но видал я, конечно же, и похуже тоже. Ну, вот так вот работают. Вы спрашиваете, почему там вот текучка у нас там. Потому что поляки такие вот, они засранцы. Просто засранцы, самые настоящие. Да, может быть, есть из них нормально, но пока что ни одного я не видел лично. Хотя бы приблизительно, чтобы было как у меня, или у Дмитрия, или у Александра. Вот, поэтому говорю все как есть. Каждому, кого я знаю, встречу, я это выскажу лично, без всяких проблем. Надеюсь, они посмотрят видео, вот, пусть знают, что они просто чепушилы и засранцы, и бичи, блядь, самые настоящие бичи, блядь. Жить им только на помойке, ездить им только на каких-нибудь, я не знаю, даже что вам в пример привести. Ни на чем им лучше не ездить. Вот. Ну и работу они также, в принципе, выполняют. У них там нытье, то это не так, это не сяк. Поэтому у нас есть текучка. У нас конкретный вот состав, 2 человека, 3 человека на данный момент, которые стабильно работают. Это я, Дмитрий, Александр. Сейчас пришел белорус Арсений, я думаю, тоже с ним проблем никаких не будет. Ну, поживем, увидим. Но поляки, вот они бегают, ищут там все лучше. Зарплаты лучше они не находят, потому что ее просто нету в Польше в обычной работе, да. Здесь что-то какая-то херня согнутая, надо поправить, сейчас пока мне делать нехер. Ну, ладно, все, что это? Короче, настроение испорчено у меня, капитально испорчено после всего увиденного. Даже вот вам элементарно луковицу какую-то я нашел. Бутылку-то мне шеф уже подкинул. Назад ему верну, в легковую машину кину. 2 кабеля. Место есть специально для идиотов. Когда на дальняк едешь, а он ехал на дальняк, он с порта, сюда, туда, сюда. То есть, ну, кабеля валяются. Ну, нормально, да? Нормально, вполне нормально. Все это херня. Сейчас уберусь. Вот, ковер потом привезут. Застелю все аккуратно под себя, чтобы все было. Я по-другому я не люблю и не могу работать. Вот. Значит, я 2 месяца был дома, кто не в курсе. Почему был 2 месяца дома? Специально заранее договаривался с шефами. У меня родилась дочка. Зовут Ксения ее. Вот. 10 октября она родилась. Поэтому я сейчас уже поехал на работу, нужно для дочки зарабатывать деньги. Вернусь я перед Новым годом домой. Поехал я на 2 месяца. Ну и все. После наведения порядков вечером на паром вместе с шефом поедем. Он на 2, короче, черных мы поедем. И завтра я уже цеплю прицеп на L-гиганте и поеду в сторону Бода. Будем мы искать снег теперь. Везде и всегда. Ну и посмотрим. Помните, да, у меня видео было на канале про эту Сканию, что она там словила столько кюветов. И на нее поляки жаловались, что там она не так едет, она там что-то с ней не то. Ну вот, собственно, я это и проверю сейчас. В гололед, в снег. Все ли в порядке с этой Сканией? Я почему-то уверен на 1000%, что с ней все в порядке. Вот. Просто, может быть, кто-то неправильно ехал. Вот. Так что все. Увидим и посмотрим, какой у нас будет прицеп, что с ним будет не так, а с ним будет что-то в любом случае не так. Поэтому это уже будет все в следующих видео. Подписывайтесь, кто не подписан. Подписывайтесь на Telegram. Там постоянная движуха идет, общаются в чате. Я публикую что-то регулярно, поэтому залетайте. Ссылки все найдете вы в комментариях, в описании, на экране.
Прибыл я из порта, но мне нужно еще ждать 3 часа, пока откроется склад, чтобы забрать прицеп. Я, наверное, сейчас нахожусь на самом ужасном паркинге в Швеции. Именно по туалетам, да, там просто кошмар какой-то. Просто кошмар. Я открыл и закрыл дверь. Сходил на заправку. Там все получше. А не смог на заправке стоять, потому что там можно час только максимум стоять. Ну и хотел, конечно же, снять вам уже с прицепом прицепленным видео, закончить, так сказать, и поздравления. Сегодня у нас последнее воскресенье октября, день автомобилиста, поэтому всех причастных с праздником, легких вам дорог, хороших вам заработков и чтобы все у вас было по жизни хорошо. Ну а я начинаю работу, начинаем новый сезон, поэтому канал Tracker in Scandinavia, кто не подписан, подписывайтесь. До новых встреч, всем пока.